In answering the question of food and fertilizer shortage to the poorest countries, the following was the response of President of Russia, Vladimir Putin. You have already talked a little about the meeting with Erdogan, but can you still tell into more detail what you discussed with him about the grain deal? Is it still active at all? Will the grain and the fertilizer reach the poorest countries? Все-таки мне тогда придется повторить. Во-первых, премьер-министр Эрдоган был одним из инициаторов этой сделки. Но он был одним из лидеров, который ее как бы организовал исполнение этой идеи. Значит, 121 ships left the Ukraine yesterday or yesterday but one. Of the 120 ships sent earlier, only 3 were sent to the poorest countries under the United Nations Food Programme. 35 or more were sent to the European countries, which are non-poor countries, and certainly not the poorest countries in the world. Only 4.5% went to the poorest countries. Distribution of grain doesn't depend on Russia. Russia assumes an obligation of grain export only. Европейские страны, в небедные страны, и уж точно не в беднейшие страны мира. И только 4,5% пошло в беднейшие страны по программе ООН. 4,5%. И премьер-министр Эрдоган и наши двусторонние встречи тоже поднял вопрос о том, чтобы все-таки основной объем этого зерна был направлен в беднейшие страны по продовольственной программе ООН. Но это не от нас зависит. Мы только взяли на себя обязательство организовать вывоз этого зерна. Мы это делаем. Но нужно, чтобы Организация Объединенных Наций и другие все участники этого процесса в конце концов добились той цели, ради которой и был организован вывоз этого зерна. Но Генсек, я знаю, это говорю абсолютно искренне, я знаю, что он принимает необходимые усилия, он реально старается это сделать, но пока у него тоже не получается. То же самое касается вывоза наших удобрений. Но это вообще беспрецедентно, это, как бы, уродливое решение, я бы сказал. It's an ugly decision and shameful part of the European Commission to lift a ban on purchase of fertilizer to their own European countries, the EU member states, nor lift to the poorest countries in the world. Our joint effort should be aimed at preventing hunger in these poorest countries. They created a problem, now they're being solved at someone else's expenses. It is just a disgrace. На предотвращение голода в этих беднейших странах. Это что, все блеф? Только для того, чтобы решить свои эгоистические задачки и проблемки, которые созданы ими же самими, их собственными руками, и в области продовольственного снабжения, и в области энергетики. Насоздавали проблем, а теперь решают их за чужой счет. Ну, это просто безобразие. Но надеюсь, что здравого смысла, в конце концов, хватит и у наших коллег в Еврокомиссии для того, чтобы все-таки исправить эту ошибку. Будем считать, что это ошибка, недоразумение, и принять правильное решение. То же самое касается и вывоза российских удобрений. Кстати говоря, неплохо бы обратить внимание и на возможности Беларуси. Беларусь – одна из крупнейших стран по производству наколенных удобрений в мире, но сняли вроде как санкции с наших удобрений. Американцы, кстати, первыми сняли. Вот если вернуться, американцы вообще прагматичный народ. Вот когда мы говорим о вывозе зерна. Did you know that the American companies are the owners of the grain in Ukraine and are the exporters? All the lands were sold to the American companies long time ago. This is their own grain. They are exporting their own grain. Но не важно, а важно то, что с удобрения с наших сняли санкции, но оставили проблемы по фрахту, по страхованию, запрет. Sanctions were lifted, but there are still problems with freight, insurance, the ban from entering our ports from which fertilizers are being exported, from transferring of finances, financial statements. They never solved this problem. The goods are in high demand.
but we will never reach the poorest countries. Надо дать должное That's the whole генералу Зеленскому. point. Он пытается решить эти проблемы. Он в постоянном контакте со всеми участниками этого процесса. Пока у него не все получается. Но будем надеяться, что эти переговоры Генсека увенчаются успехом. Мы-то продадим. Мы продаем. И продадим свой товар обязательно. Он востребован на рынках. Но если вот так будем продавать, то до беднейших стран не дойдет. В общем, You may probably have already heard about 300,000 tons of fertilizer accumulated in ports of European countries. Our companies are already saying that they will give it for free. Just unlock it, release it, give it to the poorest countries, give it to the developing markets. They still hold it. It's generally amazing. They don't want Russia to earn any money, but if we give it for free, we won't earn any money from it. Why are they doing it? I don't understand. I have the impression that this, especially the European countries, are former colonial powers, but they still have the paradigm of colonial philosophy. They are still used to live at someone else's expenses, and still cannot get rid of the paradigm in their practical daily politics. But time has come. It's time to finally draw certain conclusions and behave differently, more civilized. Время пришло, пора, наконец, сделать определенные выводы и вести себя по-другому, более цивилизованно.